Итак, у нас сегодня лекция для интеграторов дизайна. Основные приемы интеграции дизайна в XCAD Next, в отличие от того же самого XCAD предыдущего. Итак, начальные условия. У нас уже есть модуль, автор Макс, название модуля EX1. И что мы сегодня делаем? У нас такие задачи, не то, что они ставят какую-то конечную цель, то есть это не реальная интеграция дизайна, но они затрагивают частые кейсы, которые в интеграции дизайна встречаются. И это значит, нам надо удалить кнопку очистки карты со страницы карты. При отображении SKU нам надо, кроме SKU, рядом вводить Product ID. Нам надо переставить шаблон со SKU, там у нас отображается вес продукта, и SKU. Вот надо SKU поставить выше веса продукта. И нам надо наложить на маленький такой стиль, слово SKU должно писаться красным. То есть затрагивается две страницы, страница карты и страница продукта фактически. SKU как бы выводится на страницу продукта. Итак, поехали. Удаляем кнопку очистки карты. Во-первых, находим шаблон, где эта кнопка есть. То есть, как мы находим шаблон, как бы здесь не обсуждается, оно это либо грепом, либо как-то. То есть, как во всех как бы приложениях, свои особенности везде. Где-то как-то грепом, где-то по знанию. В принципе, у нас шаблоны зачастую достаточно понятно располагаются. То есть, вот здесь видно, что есть папочка skins, там все скины. Default это папочка кастомерского интерфейса, ну, yen там английский язык. Дальше shopping cart и дальше parts. То есть shopping cart страница карты, parts это директория, где хранятся всякие кусочки этой страницы, такие шаблончики. И, соответственно, button.clear.pl. Вот, итак, нашли шаблон, открыли, хорошо, что мы смотрим? Значит, он, значит, это элемент списка, и, в принципе, здесь, кроме вот самого вот этого виджет класса, то есть, собственно, кроме самой кнопки здесь особо ничего нет. То есть, мы понимаем, что, в принципе, нам достаточно грохнуть из вот этого списка card buttons этот шаблон, чтобы он в списке не показывался никогда. То есть, не то, что мы вот, не то, что мы будем эту форму как-то делать disable, чтобы удалять какой-то файл. Нет, мы просто выкинем из списка этот шаблон и все. Собственно, удаляем шаблон из списка. Как они у нас удаляются? Удаление шаблона, как и виджета из списка, происходит через класс манифеста модуля. Это находится в main.php внутри модуля, абстрактный класс main. У него есть магический метод run build cache handler. То есть это метод, который всегда вызывается после перестройки кэша. Что мы пишем внутри него? То есть, собственно, сама конструкция, которая удаляет темплейт из листа. Собственно, она так здесь используется служебный объект layout, у которого есть метод, собственно, который называется удалить темплейт из листа, которому указывается определенные параметры. По параметрам. Важный параметр, то, что как бы обязательно указать надо, именно важное, это краткий путь до темплейта, то есть что мы удаляем, и имя списка, откуда мы удаляем. То есть это мы все видим, собственно говоря, в том темплейте, который мы нашли. То есть краткий путь это вот от yen/, это вот и есть его краткий путь. То есть это считается root директория скина. Какой список? Да, вот мы в заголовке мы посмотрели, что список используется card buttons. Соответственно, их мы и указываем. И дополнительно мы указываем, во-первых, то, что этот список он для кастомерского интерфейса, потому что списки есть для админского. И важный момент, не забываем вызвать предка этого метода. Потому что, например, в этом предке могут быть какие-то важные действия, или его можно перекрыть, или там что-то такое. Вот. Все. Кнопка грохнута. То есть реально после этого кнопки это не будет. То есть этот шаблон никогда не покажется на этом месте. Все. Как выкинуть шаблон? Дальше. Какие-то вопросы? Слишком быстро, слишком медленно. Итак, дальше.
При отображении SKU надо вводить также продукт ID. То есть буквально SKU, там двоеточие, значение SKU, слэш продукт ID. Окей, находим SKU, находим шаблон, где показывается SKU на странице продукта. Тоже как-то нашли. В принципе, тоже достаточно понятно. То есть продукт, дальше details, дальше parts и дальше как бы вот common product атрибуты SKU. То есть SKU у нас считается как бы атрибутом среди прочего, как и там, как вес, например, и поэтому мы его как бы относим больше к атрибутам продукта. Окей, открыли, смотрим, что у нас. То есть это тоже элемент списка, вот его имя. Product details, common product атрибуты, там вес у него есть, все хорошо. И смотрим, что внутри. А внутри у нас, собственно говоря, он представлен просто как элемент списка, как лишка. Соответственно, здесь прям вбито стронгом его title, SKU и значение. То есть, как-то сюда встроится, то есть здесь нет другого вызова списка, то есть здесь ничего другого нет. Здесь голый HTML. То есть мы понимаем, что просто так вот взять и что-то там расширить у нас не получится. Окей. Не получается. Значит, надо делать альтернативный скин. Скины по аналогии с Xcart, они вытесняющие. Поэтому, в принципе, в том скине достаточно только этот один темплейт указать, и все будет работать. Поехали делать скин. Объявляем скин. Идем в тот же самый наш незабвенный main.php, класс манифеста. У него есть метод getSkins, который изначально возвращает пустой массив. В нашем случае он будет возвращать не пустой массив, а для интерфейса покупателя мы возвращаем, что директория скина она будет внутри нашего модуля. То есть модулис max x1 skin. Окей. Объявили. Соответственно, нам надо создать директорию скина. Создаем ее и не забываем важные моменты. То есть мы объявляем саму вот эту директорию внутри дефолта и не забываем префикс yen, его надо тоже создать, это префикс языка. То есть здесь, когда мы объявляем скин, мы не указываем yen, то есть модулис max x1 skin и все, слэш yen нет его, он добавляется сам, это префикс текущей локали. То есть, если будет еще какой-то язык, то надо будет... Нет? Ну, сейчас у нас нет ни одного прецедента, когда бы скины разделялись по языкам, но принципиально это поддерживается. То есть надо будет делать еще пока? Нет, сейчас это уже поддерживается. То есть, например, если твой скин, то есть твоя задача, твоей модификации в том, чтобы, например, какой-то темплейт, то есть ты кастомизуешь, например, для арабов с длинными словами, для турок с длинными словами. Тебе надо поменять темплейт, как-то его перекомпоновать, чтобы там длинное описание, имя продукта стало. И тогда ты здесь можешь, с одной стороны, ты в принципе также можешь сделать yen, ведь теоретически для Xcart Next, если ты его делаешь для арабов, то там кроме арабов никого не будет. Но если он двуязычный, да, например, для англичан и для арабов, у тебя здесь будет какой-то там слэш имя локали арабской, и где ты можешь указать темплейт для арабов, и в английском будет отдельно темплейт для англичан. Либо он может там не быть. У тебя может быть только арабский вариант. А по умолчанию какой будет выводиться? По умолчанию, ну смотря какой у тебя язык по умолчанию. Если арабский, то арабский. То есть вот это будет. Да, это язык. И еще есть система вытесняющих скинов. Да. То есть если для языка нету шаблона, он будет браться из Е. Да. То есть это все вплетается. Соответственно, вот этот, не забываем этот важный момент, не забываем, что мы этот путь именно дефолт, то есть в кастомерском скине. Слушай, Макс, а я правильно понимаю, что, допустим, у нас арабский язык, у нас же есть два упоминания кода языка. То есть у нас должен быть арабский скин вернее, обратно просто слайд. Да, там дефолт. Да, то есть дефолт, арабский слэш модуль Макс. Да. То есть дефолт слэш там, например, я не знаю, абна, по-моему, не помню. Вот. Слэш модуль, слэш макс, слэш ex1, слэш скин, слэш аб. То есть, да, два кода должно быть. То есть, если у нас будет в skins default yen модулис max x1 skin abr? Там я не помню.
Здесь я тебе точно не отвечу. У нас выстраивается очередность замещений вот, по языкам и по скинам. По-моему, он будет после. То есть, если он ищет сначала с точностью до языка, потом ищет дефолтный язык, потом ищет в дефолтном скине с точностью до языка, потом в дефолтном скине с дефолтным языком. То есть, как бы всегда 4 варианта есть. Вот. Ну, и при учете, что скин один. Скинов больше вариантов. Вот. Далее. Создаем в шаблоне шаблон в этом скине. Файл, соответственно, получается путь до файла достаточно длинный. Здесь тоже важный момент. Выкладываем в такую же папочку. Да, папочка должна совпадать. Это как в Xcode, все то же самое. Имя файла тоже должно совпадать. И содержимое, копипаста. Здесь можно не объявлять, в каком он списке. И вот то, что мы добавили, слэш product get product ID. Все, вывели еще через слэш ID-шный продукт. Ну и в принципе все. То есть это изменение опять-таки требует приступки кэша классов. Потому что сканирование скинов и темплейтов, оно при приступке кэша. Вот. Indications. Если вы сделали что-то неправильно. Ну вот, что-то неправильно на моей практике часто забывает тот самый префикс yen. То есть объявили скин, создали эту же папочку и в ней сразу, то есть max ex1 skin слэш и сразу product details, то есть и потом оба-на, то есть вот это важный момент, а yen надо помнить. То есть вот этот префикс языка. Так, у меня еще вопрос. А если нам не продукт ID надо добавить, а что-то другое? Я так понимаю, что-то другое есть... что? Ну, не знаю, ну вот добавили какое-нибудь поле новое, например, к продукту. Кустом такая. Ну, например, поле называется isBn. Shipping comment. .get shipping comment. Предыдущая лекция была как раз по поводу добавления поля. То есть если вы создали эту модель, то здесь оно будет, естественно, конечно, .get, там, shipping comment, какое-то поле. Единственное, смотрите, здесь важный момент, надо помнить, что все эти темплейты, они запущены из-под какого-то виджета. То есть, например, у этого виджета вот есть продукт, потому что это виджет отображения продукта. Ожидать, например, здесь модель заказа, например, да, здесь не стоит. Карта доступна везде. То есть карта.поехали, она всегда есть. Но что-то такое там, а я возьму-ка здесь заказы, нет. Если вы хотите взять заказы, вы должны перекрыть виджет, чтобы он отдавал эти заказы. Вот. Еще? Да, еще вопрос. У тебя там продукт get SKU, продукт SKU, продукт get продукт ID. Вот почему так везде по-разному? Ну, в частности, продукт SKU и продукт get SKU. Почему по-разному? Product.sku это наследие LC2, то есть мы сейчас стараемся, то есть оно на самом деле product.sku, оно будет преобразовано к product.getSKU. Но мы сейчас стараемся именно через методы возвращать, потому что методы как бы сокращают вот это вот время праздника, с одной стороны, с другой стороны, мы как бы знаем, то есть, что продукт есть, и у него вот продукт ID у него точно есть, и он будет всегда. С другой стороны, со SKU хитрый момент, ведь может стать модуль, который грохнет поле SKU. Product.sku, он типа безопасен, скажем так, то есть он берет продукт, то есть как праздник происходит, по точкам поделили, взяли продукт, потом у него посмотрели, а у тебя SKU есть? Нету. И get SKU нет, тогда мы возвращаем null. А вот product.getSKU, он будет подразумевать, что у продукта обязан быть метод getSKU. Поэтому, с одной стороны, использование имен методов это быстрее, с другой стороны, оно как бы вот не совсем безопасно. С другой стороны, случай, когда кто-то придет и грохнет SKU. Ну, как правильнее использовать методы? Как правильнее? Скорее всего, то есть сейчас вот мы думаем, то есть для айдишников останутся методы, методы останутся для каких-то вещей, которые привносит виджет, то есть, например, метод отдачи продуктов, он будет всегда get products, то есть он forever будет такой.
для каких-то конструкций критичных, то есть для SKU, например, скорее всего, будет get SKU всегда. Но, например, какой-то атрибут менее важный, там, скорее всего, через точку. То есть все это зависит от важности. Вот. Дальше. SKU должно отображаться выше веса продуктов. Тоже достаточно легкий момент, потому что, как мы видели, SKU у нас, как и вес, они перечисляются в списке. Соответственно, мы уже мы знаем, где лежит SKU, мы пришли туда, вот он, вес у него 200. Соответственно, мы нашли шаблон, где отображается вес продукта, там вес 100. Окей, значит, мы понимаем, что надо просто достаточно увеличить вес. В данном случае уменьшить, что от меньшего к большему идет. Все тот же самый класс манифеста, тот же самый метод run build cache handle. Здесь что мы делаем? Нам надо достать этот темплейт как элемент списка и поменять у него вес. Что мы и делаем? Что важного? Важно достать именно то, что нам нужно. То есть мы указываем, какой шаблон и в каком списке. То есть ищем мы в модели view листов, потому что у нас все наши вот эти темплейты или виджеты, которые в каких-то листах, это все записи в базе. Соответственно, записи в базе мы и меняем. То есть вот мы ее находим. И второй важный момент, мы задаем вес. То есть если мы ее нашли, опять-таки, если нашли, потому что другой модуль по соседству может ее просто грохнуть. Поэтому всегда надо помнить, что мы можем и не найти, хотя вроде бы вот он. Вот. И меняем вес. Меняем примерно, поставили 50. Все, окей. Вес меньше, значит, этот шаблон будет выше, чем темплейт с отображением веса продукта. Дальше запомнили, сделали флаш-синхронизацию модели из базы и, собственно говоря, все. Макс, а почему Снова нельзя в всё. шаблоне поменять вес? Как? Вот там параметры. Да, где он прописан. То есть ты меняешь файл и со Нет, ну я следующим... скин делаю. Я делаю скин, Скин добавляю делаю, туда такой да, шаблон, и там шаблон указываем ему вес добавляю. другой. Нет, смотри. А чем это тогда будет отличаться? Это вот мы специально не стали так делать и все запили здесь по одной такой простой причине. Хорошо, а если стоит задача добавить, чтобы вот этот шаблон с отображением SKU показывался еще не только, он показывается принципиально рядом с description, чтобы показывался сверху еще. То есть 2 раза уже больше шаблон. То есть, если ты там укажешь list child, ты просто скажешь, а еще его добавь и еще в этот список с весом 50. А если списки совпадут, значит у тебя SKU покажется 2 раза выше веса продукта и ниже веса продукта. Ты понимаешь, тут в зависимости от поведения мы убьем либо один use case для интеграторов, либо другой use case для интеграторов. Либо мы убьем use case, что можно list child у замещающего скина перебить, либо мы убьем use case, что у замещающего листа можно добавить этот темплейт, другой шаблон. Это первое. Во-вторых, понимаешь, если ты этот шаблон там повторяешь, ведь ты должен повторить его контент. Зачем? Ну, скажем, мне, допустим, все равно надо этот шаблон перебить. Что-то мне туда надо добавить. Мне было бы проще просто меньше кода менять вес там. Ну, ты понимаешь, просто вот это PHP, на него легче повлиять, его легче перекрыть, чем темплейт. Потому что вот эти объявления, они, с одной стороны, очень легкие для интеграторов. Ну, на самом деле, если вы пишете модуль, там достаточно пишешь темплейт, никакого PHP-кода, просто директиву вначале задал, хочу в этот список, в этот список, в этот список. И он у тебя все встал сам. С одной стороны. Но, с другой стороны, потом вот перебивание, перенос этих темплейтов, этих виджетов, они требуют вот таких конструкций. Поэтому было бы лучше, чтобы эти конструкции оставались в PHP, чтобы на них можно было влиять, чтобы это разнести вот эти два момента отдельно. Вот там дизайн, визуальность, дивы и все прочее. А вот отдельно манипуляция, скажем, ведь это лайаут фактически. Ну, То есть тоже как мы его HTML. куда... Ну, он HTML, но на самом деле это уже не HTML. Это скин высшего уровня. Вот.
То есть в идеале у нас это еще не достигнуто, но в идеале у нас все будет вот раздроблено на листы, и, например, верхние темплейты будут составать только вызови лист, вызови лист, вызови лист. То есть у той же самой Magento это, например, написано собрано. Вот. Так что вот. Это опять-таки еще посмотрим, как это будет использоваться вами, интеграторами. И опять-таки, скорее всего, если со временем мы дадим вам инструмент, как эти буквально из консоли, то есть набираешь там вот этот темплейт, там подвинь на 50 пунктов вверх. Ты просто там нажимаешь там F5, 50, хлоп, и он тебе сам вот это сделает. То есть интегратор не будет писать код, у него будет макрос, либо какая-то команда в Vim, либо в NetBeans, которая сама это сделает. Ну и все. Ничего больше и не надо. Еще вопросы? Так вот, я, может, прослушал. Вот этот файл main.php. Когда создаешь модуль, ты его создаешь пустой? Или его он копируется Ты откуда-то? его создаешь заполненный, это манифест. Там указывается полное имя автора, полное имя модуля, описание. То есть это файл, который всегда должен Я быть. имею в виду, ниоткуда не копируется, он создается новый и вписывается. Зачастую он копируется из соседнего модуля. Ну зачем городить с нуля? Ну, ты там просто вписал нужное туда. Как бы, и все. И уже потом добавляешь те вещи, которые тебе нужны. Да. Так что вот. И поехали дальше. Собственно говоря, последний таск – это поменять цвет надписи SKU на красный. Окей. Здесь мы наконец-то столкнулись с самым любимым занятием интеграторов, а не куда бы нам строить CSS. Окей. Сходу так-то никуда. Предполагается, что эта CSS нам нужна будет и в дальнейшем, поэтому устроим мы ее сразу на уровень, как бы на самый верхний, мы ее устроим виджет верхнего уровня. Собственно, это мы делаем. Мы перебиваем xslide view, создаем у себя в модуле файлик, объявление класса, то есть помечаем, что это класс декоратор, да, и внутрянку вставляем, вызываем getCSSFiles, вызываем предка, и добавляем туда свою CSS. Два нюанса. Во-первых, мы все-таки хотим, чтобы CSS вставлялась только для кастомерки. Поэтому мы ориентируемся на класс приложения и спрашиваем у него, а в какой мы зоне. Если мы не в админской зоне, только тогда мы встраиваем CSS. И второй важный момент, CSS, как и JS-файлы, они у них тоже, как и у темплейтов, пути краткие. То есть пути как бы без скина, без йенов, без кода языка. Вот. И важный момент, опять-таки, все это лежит у вас в папочке с вашим модулем. То есть нигде снаружи это не лежит, иначе это в модуль, в пак модуля вашего не попадет. И будет убито при апгрейде первым же. Ну, собственно, создаем CSS, создаем файл, помним скин, он именно дефолт, именно кастомерский, именно ваш модуль. Ну и, собственно говоря, вот содержимое CSS. Все. JS. Так же. Точно так же. То есть JS-файлы точно так же. Вот, соответственно, ваша CSS она стандартно обработается, то есть если есть их минифицирование, сжатие, она будет минифицирована, она будет сжата, то есть все это будет. А если мне нужно добавлять к какому-то условию, например, ну неважно, какое-то есть условие, вот мне вот, если оно выполняется, мне надо добавить вот класс к SKU, клишки, и после этого, чтобы она мне из CSS тогда становилась. Ну, в CSS объявлено, что она будет красной, если имеет этот класс. Вот мне нужно создать темплейт, да, свой, там проверку сделать, добавление класса. Темплейт, вот, собственно говоря, отображение SKU. Вот ты видишь, что вот здесь li, у нее есть конструкция if, во-первых, которая говорит, что эта лишка уже будет показана только если SKU есть. Во-вторых, смотри, вот здесь дальше класс равно identifier, пробел product-SKU. Ты, в принципе, здесь вот после product-SKU пробельчик отступил, и в физлобных скобках можешь вставить какую-то конструкцию, типа там, дай мне там SKU класс какой-нибудь. А в виджете перекрыть виджет и в нем зашить логику. Единственный важный нюанс – логика в PHP. Даже если есть if,
И на ифах ты можешь здесь написать, что если продукт ID там равен 1, то только тогда там класс указывать. Так делать можно, но нельзя. Вот. То есть мы будем очень сильно против и очень сильно ругаться по этому поводу. Вся логика в PHP, потому что, чтобы вот ты написал, например, красный скул первого продукта. Окей, пришла Морин, сказал, не-не-не, красный скул у второго продукта. Потом пришел ты, сказал, слушай, да, мало мужик еще заплатил у третьего. Потом пришел Эсик и сказал, вообще у всех. Вы не лезли бы в темплейт. У вас был метод, и вы просто бы его раз перебили, два перебили, три перебили, четыре перебили. Вот и все. А так, да, принципиально. Еще вопрос такой, значит, там вот проверка была на админовскую зону или кастомерская зона. Почему проверяется именно, что это не админовская? Нет такой проверки, это кастомерская. Допустим, если у вас дальше будет расширяться, будет провайдерка, будет еще что-то там. То есть обязательно проверять на не, или это какая-то особенность, почему так? По поводу зоны интерфейсов у нас принципиальный момент, что партнерская зона, ее не будет никогда. То есть партнерская зона это админка, просто у админа какие-то очень хорошие права определенные. У нас есть зона еще command line интерфейса и зона mail. Но они все считаются кастомерскими. Но. И, собственно, они не используют виджеты, например, ну, кроме mail интерфейса, да. И, соответственно, здесь только кастомерские и админские. То есть, опять-таки, если появятся какие-то навороченные кастомеры, то скорее это будут все-таки админы с очень урезанными правами. Или какие-то кастомеры, у которых ACL, этот доступ будет разграничен по мембершипу. А принципиально просто это порочная практика вот из Xcart, что у нас вот есть там зона, я не знаю, там провайдера, давайте-ка вот мы ее с нуля сейчас сделаем сбоку. А у нас есть там, помнится, была зона доктора, была кастома на, аптеку сделать. Давайте у нас мы копипастой сделаем зону доктора. Нет. То есть принципиально есть роль доктора, на него навешиваются права, он имеет в админке доступ к определенным страничкам. И вот он там зашел туда, и у него просто вот обрезанная админка такая, там буквально осколки. Вот и все. Еще? Any questions? Да, вот сейчас CSS глобально объявлена, то есть, я так понимаю, она будет загружаться на каждой странице кастомерки, так? Да. А если я это сделаю в своем классе, Да. то есть не абстракт.io, а там свое, то это будет только на Да. тех страницах, где Да. используется мой класс. Ну, здесь я как раз вот начальная ремарка была, что мы предполагаем, что в этой CSS нам, то есть есть много каких-то вот маленьких изменений по кастомерке, которую плодить много-много CSS-ок и встраивать виджет продукта, виджет чекаута, виджет карты. То есть нет смысла. Оно, может быть, это и в абсолютных величинах правильно было, по идее, так-то. Ну вот мы посчитали вот так вот лучше. Потому что есть мнение, что интеграторы так и будут делать. Потому что, чтобы не городить 20 перекрытий, вот лучше сделать одно, и в нем одна CSS, и поэтому, собственно говоря, и здесь так же сделано. Вот, ну и как бы пометуя отзывы от Кости, он сталкивается с такими вещами, то есть ему в ходе интеграции приходилось переносить какие-то вещи очень далеко из виджета. То есть, например, ему потребовалось перетащить фильтр виджет сортировки продуктов внутри айтем-листа, как бы на самый верх, по идее, по дизайну. То есть буквально вынести его из виджета айтем-листа и поставить там где-то прям в правом углу высоко-высоко. Он сначала это хотел сделать, то есть из одного view-листа выдрал темплейт, в другой, совершенно другой вставил. Фокус какой? Потерялся контекст. Соответственно, продукт ему никто не отдал, и все упало. То есть он сказал, дай мне продукт, а это был виджет заголовка страницы, которого никакого продукта нет, никогда и не было никогда. Он знать не знает. Он, собственно, контейнер для лога, для формы поиска, но нету этого. Поэтому, если вот такие вещи как бы по дизайну вам потребуются, то я бы настоятельно рекомендовал Position Absolute, топ 0 пикселей,
right 5 пикселей. Ну или там топ там минус Ну, 30, это тоже right. не всегда будет Я работать. понимаю. Потому что есть много родительских компьютеров, у которых может быть position related. Я И тогда понимаю. Я понимаю. Топ минус 30 пикселей, right минус 10 пикселей. А у одной страницы 30 пикселей, а у другой Правильно, страницы же 50. Либо, да, либо сложнее путь, то есть вы как-то делаете отдельный виджет и адаптируете его, что он может жить вот как-то сам. Что он может до контейнера с сайтом листом докопаться как-то иначе и прокинуть нужные ему данные. Вот если у вас совсем такая задача стоит. Но это вы тогда в виджете будете писать. Да. То есть здесь он получал эти данные от этого листа просто потому, что он его как бы дитё на автомате получал. А здесь вам надо будет как-то вот исхитриться и получить. А то есть нельзя было вот в косвенном случае спросить, есть ли эти данные, и тогда показывать? Ну, он обошелся, собственно говоря, топом райтом. Вот. А вообще, просто у нас, смотрите, какой тоже нюанс. Item лист, ведь фактически вот он был порожден там где-то. И он себя отрисовал. И он где-то там далеко есть. И до него докопаться, то есть он ни в контроллере не забит. То есть, например, на странице продукта getProduct, он у нас, как одно из таких полуисключений, он у нас пробит в контроллере. Поэтому любой темплейт, даже в хедере на странице продукта, может достучаться до продукта текущей страницы в целом. Но в случае с сайтом листом, которых может быть несколько на одной странице, их, собственно, это классическая ситуация, как несколько, потому что есть бестселлеры, есть фичер-продукты, есть поиск, собственно говоря, и есть еще чего-нибудь. Вот. То вопрос, какой айтем листа? То есть, например, хорошо, у вас 4 айтем листа, у всех есть 4 фильтра, нам надо у второго фильтра затащить хедер. Я вам как рекомендовал топ минус 50 пикселей, right минус 5 пикселей. Я вам продолжаю рекомендовать топ минус 50 пикселей, а right минус 5 пикселей. Потому что можно это сделать, то есть можно, у нас есть такое понятие, как именованные виджеты, то есть когда виджет стартует, ему можно задать имя и потом по этому имени его вытащить. Но это опять-таки он сохраняется в своем, у себя, как бы у своего папы. Вот. Это первый вариант. А во втором, ну, вы можете внутри своего виджета тот виджет стартануть с нуля, он подхватит все свои данные, и потом у него виджет ты стартанул, ну молодец, а теперь скажи, какой у тебя page number. Он скажет вам 5. Говорит, молодец. Это все, что мне надо было, сдохни. Значит, вот такая сложность есть, да. На самом деле посмотрим, то есть это вот по вашему опыту будет видно, насколько это часто надо, и если часто, то как, из-за чего это надо, и, возможно, мы сделаем какую-то прослойку, чтобы это было удобно. Вот. Ну, все. Еще? Пока нет. Что-нибудь забыл я по опыту? Что еще? Пока время есть, пока мы тут рассказать. Что-нибудь запомнилось языково. Недавно только мы с Алей обсуждали, но это я не знаю, может быть у вас уже есть это в доках, я еще не смотрела. Например, на продуктовой странице левая колонка. Это трехколонность у нас есть в доках, да. Теперь есть, да? Да. У нас, потому что, в принципе, у нас левая колонка, она как бы есть изначально, она просто пустая всегда. Это такой же список. И Нет, ну, то есть там все данные будут показываться. Да. Категории, бестселлеры, не ведь, в принципе, опять-таки, надо от контекста смотреть. То есть те виджеты, которые показываются как в колонках, как и в хедере, так и в центре, они изначально, ну, это очевидно, они создавались, чтобы быть в одиночестве. То есть список бестселлеров в левой колонке, он, в чем прелесть, опять-таки, всех наших виджетов, он сам в себе, он сам данные достал, то есть без разницы, он где его чихать показывают. хотел, где его показали. Главное, чтобы не в админской зоне. Все. Ну, собственно говоря, почему бы нет. И его переставить в центр, переставить в правую колонку, переставить во вторую левую колонку, переставить вверх, это только проблема CSS.
То есть, потому что у него CSS, его может быть адаптирован, что он, например, узенький. Ну, поставишь в центр, он как бы узенький, так и остался. Поэтому в этом отношении правая колонка, вторая левая колонка, Без разницы. это какая разница? Из списка. Да, то есть это также списки. Из одного списка в другой, вот как я показывал. Мгм. Всё. Соответственно, вы точно так же можете перекрыть, например, темплейт верхнего уровня, самого верхнего, который является Google layout. И добавить, например, ваш скин, это скин, который делает, ну не знаю, пятиколонность. Ну, 2 левых, центр, 2 правых. Ну, я не знаю, зачем. Ну, вот так. Вот. По 1800, по 1900 пикселей. Вот. И, собственно, вам единственное, что осталось, то есть все виджеты уйдут в левую. Вам единственное, что вам осталось, это какое-то перекрытие, где вот в main PHP, где вы просто успехаете. Ты во вторую левую, ты в первую правую, ты во вторую правую, то есть вот так. Ну, понятно. Или, может быть, даже инструментарий. Потому что, в принципе, это записи в базе. Написать интерфейс, который бы выводил view-листы, и для него указывать, в каком он листе, это слишком просто. То есть вам это было бы даже легче. То есть вам легче написать интерфейс, чем распихивать руками сами. Типа, вот, ну, слушай, клиент, вот интерфейс, вот давай, иди сам, вот, на чекбокс, вот, пожалуйста, вот, рули сам, иди. Вам меньше кода писать. Так что вот. Кстати, классная штука из расчета, что есть чуваки, которые хотят менять layout там, drag and drop. Да. То есть, в принципе, drag and drop как бы тоже можно делать. То есть, почему нет? Могут что-то кому-то предложить написать. Ну, это, ну, просто это опять-таки это такой модуль, но это еще один модуль, который просто ну, надо брать и писать. Ну да, как бы, надо брать и писать. Да, Некому понятно. только.